Всем большой привет-привет, с вами Лаврентьева Алена. Сегодня покажу, как сделать гелем короткие ногти. Пришла ко мне вот такая вот девушка. Казалось бы, все очень даже ничего, но если присмотреться, мы можем заметить очень большой объем. Поэтому я сразу же показала ей, как на самом деле можно сделать с ее ногтями. Разница была очевидна. Как видите, вариант с опилом выглядит намного естественнее. Здесь небольшая схема по апексу, и, конечно, давайте приступим к исправлению всего этого. Перво-наперво избавимся от старого покрытия. Оно не очень сильно отросло, поэтому маникюр будет с осложнениями. Знаете, эти ситуации, когда кутикула прилипает к гелю или гель-лаку, и он тяжело оттуда убирается. Но с помощью пушера на самом деле справиться можно с абсолютно любой кутикулой. Тут она, в принципе, условно нормальная, разве что тонковата, поэтому работать будем с желтыми фрезами. У меня стандартно, как всегда, присыпка и любимая безопасная фреза. Напомню, что эта фреза твердосплавная, но она имеет тупые грани, а значит, ей можно задевать кожу и ногтевую пластину. Она создана для того, чтобы правильно и хорошо, безболезненно и безопасно раскрыть карман, даже если кутикула очень тонкая. Ну а дальше капля с желтым пояском. Я выбрала ее здесь не случайно, потому что кожа достаточно тонкая, каких-то активных сухарей в принципе нет, поэтому работать будем деликатно. Я очень сильно люблю желтые фрезы и точно знаю, что многие мастера их просто недооценивают. Ведь желтый поясок совсем не означает, что эта фреза будет плохо пилить. Она будет пилить мельче и нежнее. Кстати говоря, все фрезы у меня от Biotech, и также эта марка известна как Magic Beats, самые лучшие фрезы. Ну а инструменты у меня по классике традиционно от Nippon Nippers. Здесь у меня специальные ножнички с изогнутым кончиком модели S04J, которыми я срезала кутикулу, пусть и немного, но она там была. И дальше с помощью шарика я убираю ненужные маленькие заусенчики. И теперь давайте приступим к покрытию. У нас есть короткий ноготь и гипонихий. Конечно же, разросшийся, конечно, на указательном пальце. Возьмем базу. У меня от Sense, она эластичная, умеренно жидкая, быстро и легко распределяется. Кисть хорошо раскрывается и находится на ногтевой пластине достаточно комфортно. В общем, все получается быстро и легко. Отправляем в лампу и давайте посмотрим, чем же мы будем поправлять эти ногти. А сегодня мы будем использовать крем-гель или гель-желе, иногда его называют. В общем, такой вид геля, который будет держать пику. И он нам нужен для того, чтобы сымитировать микронаращивание. То есть мы достроим вот такую каемочку, тот же самый бортик, но уже немного стягивая его на воздух. Это нам нужно для того, чтобы приподнять свободный край и загнать натуральный ноготь вовнутрь. Небольшой лайфхак с тонкой кисточкой, обратите внимание, свожу грани на нет. Выравниваю полностью свободный край, чтобы было красиво и можно отправлять на просушку. Мы получили вот такой результат, можете рассмотреть его внимательно со всех сторон. То есть мы приподняли немного подклевывающий свободный край. Такая тенденция бывает практически у всех натуральных ногтей. Прошу запомнить именно этот гель, потому что мне понравился его цвет. Смотрите, как классно. Теперь мы будем распределять материал. Вот такие пока странные ноготочки у нас получились. На большом пальце был травматический анихолизис, он уже почти отрос, мы его тоже немного прячем под гелем. Так можно, если знаешь, когда можно. Поэтому сегодня не делаем на это акцент и берем следующий молочный гель, также от торговой марки Sense. Его я буду выкладывать уже основным объемом на ноготь. Как видите, отступ от кутикулы у меня остался. И капельку ставим ближе к свободному краю. Важно при такой выкладке гель натягивать именно на свободный край и не строить из него горку. Современные материалы позволяют нам выкладывать их в тонкий слой, и все точно будет носиться. Пока ногти выглядят вот так, и нас ждет опил. Запоминаем и усваиваем схему. Опиливаем сначала один бочок, потом второй на ноготь, обязательно смотрим сверху, таким образом, чтобы понимать, не смотрится ли ваш ноготок широким. Дальше заводим пилочку под свободный край под 45 градусов, как показано на видео, и подпиливаем ноготь именно изнутри. Таким образом, натуральный ноготь уходит у нас вовнутрь, значит, он не будет отслаиваться, а торец становится тонким. И дальше с помощью верхнего опила, используя только тяжесть самой пилки, мы получаем вот такой красивый результат. Ноготь выглядит тонким,
тонким и естественным. Если ногти изначально были бы более плоскими, то можно было сделать бы еще тоньше, но у нас тут такая архитектура от природы. Использовать в качестве покрытия я буду вот такой кошачий глаз. И вот этот дубль, по-моему, не знаю, 5-й, 6-й или 7-й даже. В общем, кошачий глаз со мной отказывается сотрудничать и категорически не хочет сниматься на видео. Я еле-еле отсняла хотя бы вот этот большой палец. У меня вообще никак не получалось собрать блик на камеру. Не знаю, что за магия такая. Вообще напишите в комментариях, у кого с этими бликами есть такие же проблемы, как я. Ну, не знаю, можем поплакать вместе, потому что, по-моему, там какой-то заговор. У меня вообще не получается с этими кошками нормально дружить. Но он такой красивый, мне так хотелось попробовать этот лак. И даже с моим корявым бликом он очень даже был ничего. Дальше топ, который мне уже успел полюбиться с желтым пояском, также от Sense. Его я наношу в тонкий слой, потом добавляю небольшую капельку и переворачиваю, чтобы выровнять. И потом у нас было вдохновение, настроение в стиле ромашек, поэтому мы взяли желтый и белый цвета, показываю на экране для информации, потому что желтенький очень интересный, насыщенный, красивый. Ставлю 2 точки в произвольном порядке, и так как у нас уже перекрыт ноготь топом, мы присыпем их акриловой пудрой. И тогда ничего сверху перекрывать не будет нужно, потому что так точно все будет носиться. Присыпали пару раз акрилом, пропитали гель-лак и отправляем на просушку. Дальше стряхиваем кистью все ненужное, и у нас получаются 2 желтые пуговки. Ну и, конечно, к желтым пуговкам я добавлю белые, нелепые, такие не сильно ровные полосочки, потому что хочу, чтобы ромашка выглядела, ну, практически как с детского рисунка. Мне кажется, в этом есть свое какое-то обаяние, может быть, даже немножко ситцевое настроение. В общем, что-то про лето, про полянки и про ромашки. Также все присыпаем акриловой пудрой. Напомню, рисую я гель-лаками цветными от торговой марки Sense, и у нас получается вот такой красивый результат. Еще одну ромашку я решила добавить на мизинчике, и теперь можно любоваться тем, что у нас получилось. Кошачий глаз, голубовато-сероватый, красивые ногти, хорошей формы, не толстые, не тонкие, абсолютно нормальные. Теперь точно все будет держаться. И давайте сравним с тем, что на второй руке. Здесь явно есть перегруз материалом, и, конечно, архитектура выглядит не очень симпатично. В общем, что я хотела сказать этим видео, то, что все на самом деле поправимо, и даже если у клиента очень короткие ногти, можно воспользоваться вот таким способом, как я показала, и получить очень красивый результат. И, кстати говоря, такую технику укрепления ногтей гелем, супер тонкую и супер модную, обычно показывают в дорогих онлайн-курсах из интернета, а у меня можно посмотреть ее абсолютно бесплатно. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн, ну а я вам говорю пока-пока.